Вот ты мне скажи, это валюта будущего, да? Безусловно. Я даже знаю курс биткоина. Так. Тут переводили мне $1 000 000. А ты, красавец, переведешь мне? Всё, Мы хорошо. все троем нищенствуем, Всё, потому что все всё, бабки уходят на всё. эту передачу. Это что-то незаконное. Всем привет! Это Гагарин Шоу, 3-й сезон, 2-й выпуск. Сегодня с вами, собственно, как и всегда, бессменные ведущие Глеб, вот он в смысле, я на себя почему-то показал, Владимир, Феликс, теперь тоже бессменный ведущий, как вы успели понять. И сегодня у нас прекрасный гость, юморист, актер, филантроп, олигарх, просто красивый мужчина Гарик Бирча. Спасибо. Мама, а если бы мы жили в Америке, то я бы от тебе ушел бы еще младенцем, чтобы меня усыновила Памела Андерсон. Поднимите мне веки. А я подниму зарплати, підніму пенсії, знижу тарифи. Мне паху, 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 похудеть бы лет. Ну что же, поехали, заставку. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гарик посещал множество кружков и пробовал себя в разных видах спорта. Занимался волейболом, футболом и настольным теннисом и танцами. Так, Почему, Гарик, мы тебя не видели в Танцы. шоу «Танцы со звездами»? потому что Гарик недостаточно хорошо занимался танцами и Не, а что за пропускал. А танцы в были? образе Напомните. Витальки мы видели несколько па интереснейших. Я и сейчас могу показать пару интересных О, па, конечно. вот да. это Но они да. очень интересные. В бурные школьные годы был хулиганом. Не слыхал про такую Хулигани. И, как множество подростков, пробовал курить тайком за школой. То где вы такое вычитали? А есть у нас концы. Что неудивительно, остряком-шутником Гарик был еще со школьных лет. И именно тогда начал свою карьеру, выступая в КВН от своей СШ. Это средняя школа. Средняя школа, да? Ну вот. Так, ты смел следует догадаться? заметить, что уже тогда он мог воплощать, вот это интересно, на сцене Да-да-да. нетипичные и комичные образы. Иностранный посол и Горбачев. Вот на этом моменте я понял, что вы ровесник моего отца, Гарик. Хорошо, хоть не Горбачева. В да. его исполнении сделали парня местной звездой. Время, в которое было шутить легче всего. Вот Да это ты сейчас тупиковый вопрос легко. поставил. Сейчас легко? Вот сейчас Сейчас легче легко. всего получается. Ну, сейчас легче всего. А Сейчас, при вот этом по-моему, «остановитесь» сложнее было? Не могу сказать. Не? что Плюс-минус сложнее. то же Так самое. же было, да. Никто не подходил, никогда не говорил, что о чем-то нельзя шутить. Ну, я, например, в КВН, да, и пародию на Тимошенко делал, и на Кучму, При и на Тимошенко? Ющенко, при Тимошенко, при всех. При Ющенко так вообще он в зале сидел. Я вибачаюсь, я спізнився. Нічого, нічого. А що б ви зробили, правильно? Вот однажды, когда Кучму пародировал, подходил ко мне на репетиции еще какой-то чувак Гусь. в штатском. Гусь. И просто подходил и говорил, вы так здорово пародируете Кучму. Не делайте этого. Типа, а кто пишет вам эти шутки? Вот, а кто- Можно И номер? потом ко мне ребята Адрес. подходили и говорили, что-то похоже на СБУшника сильно. У меня вот что, я о чем хочу поговорить. Вот это вот два молодых человека, они жесткие ненавистники Лиги Смеха проекта. Так. А ты же, О, Гарик, чего? ты же, ну, тренер, получается. Да. Получается, Ну вот да. и поговорите. А чего не нравится? Вот это красиво. Ну, хоть начнется что-то. А чего не нравится? Не смешно вам? Ну, как бы нет. Просто для меня это первая комедийная передача, которую я могу включить и весь выпуск не улыбнуться даже. То есть я Это себя- вообще не Это страшно. просто выпуски без Гарика, ты смотришь. Ну да, 100%. Вот ты говоришь, А мы, да? кстати, Вов, воробушкам помогали. Они вот про нас говорили, я про это Гагарин Шоу. почувствовал. Так вот, Что вы не придумываете, ничего не получится. Потому что если вы посмотрите на КВН современный, то он тоже хуже Он и не хуже. смешной. Не потому, что Он не это смешной, плохое это факт. шоу, а потому что если раньше, в 2005 году, Гарик не мог себе представить, куда он может пойти и показать свои юмористические способности, то сейчас ты можешь записать блог
пойти в Пожалуйста. ТикТок, Не пойти на вопрос. рассмеши И там комика, поехать зритель- в Comedy Battle. И люди просто растекаются по разным проектам. Концентрация качественных юмористов, она меньше, соответственно. А Лига Смеха уже так не привлекает. Ты можешь пойти записать в ТикТок-блог, и все, и вот твои там деньги, рекламодатели, популярность. Зачем тебе идти собирать свою команду? тащить за Смотри, вот собой ты говоришь 15 хороший человек? юмор. Ну Да. что такое понятие хороший юмор? Есть хороший, а есть плохой. Но есть тебе смешно, и тебе не смешно. Вот ты там посмотрел, может, не попадаешь в Витальку, к аудиторию. примеру, тебе не смешно Не, было. Или наоборот смешно было. Дело... Кинокомедия, скажи на Василия. Не, Суперкомедия. Для скажи. меня юмор... Не-не-не, это конечно. Для меня Вот юмор... вы так считаете, например. Не, для а меня- комедия набирает... Для меня юмор это не всегда, смеяться. Для меня юмор это признак интеллекта. Абсолютно, потому что такое чувство юмора? Ржет, Это что интеллектуальная никогда сидит. способность человека замечать вокруг себя смешное. Какие-то Правильно? неординарно, как бы вот быстро реагировать, да, там подхватить ситуацию и так далее. Это я понимаю. Для меня юмор это интеллект. Когда я не вижу интеллекта в юморе, вот это для меня плохой юмор. Так, что вы парируете? Это правильная позиция. А я напоминаю, что у нас шоу Не, про ну чего? криптовалюту. Правильно. А пока наши зрители смотрят это, я хочу сказать, что, ребята, Подписываться, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайкайте, пишите комментарии. У нас на самом деле сегодня... Ну, вот так вот, да. И Лига Смеха, мне очень нравится, что она есть. Может, это команду как создадим плацдарм. свою? Сходим туда? Плацдарм для того, чтобы себя реализовать и показать. Это очень здорово, я считаю. Кстати, да, можем даже так команду назвать, Гагарин Шоу, и сходить в телевизор. Вдвоем. Ну что, давай по чуть-чуть возьмем. Он будет ведущим. Ну что, я возьму вас, наверное, как тренер. Вот это Вот договорились. Слушай, ты когда-нибудь в финал так быстро попадал? Видишь, а говорят через постель. Просто через кресло можно. Мы вот проговорили как раз об эволюции, да, о том, что в нашем мире все настолько сейчас быстротечно, и эволюционирует юмор, эволюционирует музыка. Вот. И, собственно говоря, как выяснилось, эволюционирует и мир финансов и денег. Была там палка-копалка, там золотые монетки, потом бумажки, потом циферки. И вот сейчас, собственно говоря, уже наступила новая эра, а ты, как говорится, не в зуб ногой об этом. Не в зуб ногой. Я понимаю, что криптовалюта – это некая электронная платежная система, я не знаю, или электронные деньги, можно их назвать. Биткоин – это, да, как бы валюта такая электронная. Биткоин-то. Вот это больше я ничего не знаю. Я знаю, что еще Мобильный есть телефон у тебя сенсорный? лайт-коины еще есть. О, Не, подожди. Это я... Так, тут Уса! Феликс Чоломбич Ну, они типа пришел. чуть ниже уступают биткоину по популярности, да, или там по статусу. Что-то такое, да. Я Да-да, просто слышу. все совпало. Он не наперекур ходил. Я он даже гуглил. знаю курс биткоина А ну-ка, в гривне. в гривне? В гривне? Да. Ты ешь. Ну или в долларе. Даже я в гривне не очень знаю. А ну. Подожди, если в долларах, то один биткоин типа 1000 с чем-то долларов сейчас. Чуть-чуть больше. Больше? Да, это если сейчас 2006. Надо что-то типа машины времени. Ага. А бери больше. Ну сколько? Ну, Как ты да, думаешь? вот давайте проверим. Ну, Как ты примерно. думаешь? Десятка тогда. Больше. Горячее. 20. Меньше. Ну, подожди, может, и не меньше. Подожди, сейчас как бы сколько... Кстати, самое интересное, что вот буквально сколько, час назад, 2? Пару часов назад 20 тысяч должен был пробивать, но что, не смог. Пока 19 All-time high, 19 300. Ну, All-time судя high. по цифрам, это самая мощная валюта в мире. Что, 19 300 сейчас стоит, да? Да, от у тракториста. Интеллектуальный юмор. Подловил именно, знаешь, как в Лигу смеха Пойдемте в Лигу смеха. Ну, я думаю, вы будете топ-командой. там. Реально, команда с концепцией Ты представляешь, если криптовалютчиков. так вышли на сцену, тебя отредактировали, все нормально, ты вышел на сцену и лупанул. И тебе с жюри кто-то Это говорит, а ты история молодец. про меня. Я Я обязательно думаю, бы что так сделал. И зрители вот так Получил бы взяли. пи***ей обязательно. И потом Набрал бы столько лайков меня бы бы на спросили, Ютубе. сделаешь ли ты еще раз так? И я опять выйду и сделаю такую же обязательно. А это, кстати, очень есть хорошие, ну, знаешь, это картинки демотиваторы, когда типа... Там
Помнишь, мультик был про попугая, который во дворе жил, ходил, все время ворчал? Да. И там вот есть такая первая фотография, типа стоит этот попугай и такой тракторист веселый такой. Потом слово 300 и попугай. Фу, блин. Я хотел сказать о том, что мы с вами познакомились месяц назад, и я теперь жду с нетерпением Пасхи, когда вы мне будете в Вайбере картинки с поздравлением присылать. А это шутка именно домашняя заготовка. Какая домашняя заготовка, демотиваторы вы смотрите. Я гифку буду тебе слать. С яблочным спасом, Феликс, тебя. Нет, со стежком. Короче, курс 19 300. Да. 15 300 долларов. Ну, а биткоин, он как бы... Это Не стесняйся. полностью, скажем так, электронная валюта, которая цифровая. существует Цифровая. в цифре. Ты ее не можешь, скажем так, Распечатать. просто как монета, Нет, смотри, я не знаю, бумажка. я тебе могу одну продать. 10 я тут- биткоинов. У меня есть за 19 тысяч. блин, А, у меня одна. как раз с собой сейчас 19 Черная 300. пятница как Это раз. очень хорошая. 8500. Это очень хороший биткоин. Нормальный Очень хороший, очень качественный биткоин. 8500. 8500 раз. Потому что без обратной стороны. Если бы в обратке была тоже, то, конечно, Гарик, берешь? Да, ты что, конечно. А можем мы за вот такой биткоин сразу в финал попасть передачи? Не, ну если Андрей Даже за- Петрович Чебурин окажется... Это же цифровые деньги. Ну, в цифровой финал тогда. Да-да-да, в цифровой финал. Да. Попадете тогда. Мы вас просто в чате в Телеграм в финал добавим. Вот вы- Моя группа финал. Пацаны, вы в финале, ну, нормально. Ребята попали в финал, да. Не, кстати, крутая тема сделать розыгрыш вообще Крипты. в Телеграме. Крипты. Не, юмористический чемпионат. Чемпионат по юмору в Телеграме. Да, и Команда просто пишет Правильно, шутку. и призыв в Офигенная крипте. идея. Призыв в Офигенная крипте. Так давай. Офигенная идея. Да. Это можно... Офигенная идея. Сделаем? Давай. Давайте. До этого И было- ведущие не надо. Там. Не надо. Не, админ группы будет. У них в каждом Нужно выпуске несколько- есть какая-то идея, которую они такие, охеренная идея. Сделаем и не делают ничего. А не хотел бы ты в пизду пойти? Вы сделали... Собачий, а? Мы пианобою делаем коин, как Вы и мне договаривались. обещали сделать, вы И мне тебе сделали? сделали. А ты стал ведущим, тебе теперь все ничего не полагается. Ну все, Мы хорошо. все троем нищенствуем, Всё, потому что все всё, бабки уходят на всё, эту передачу. Короче, Мы же сегодня Гарику кошелек создадим, первый в его естественно. жизни Мы цифровой тебе создадим. сегодня подарим Цепиндос. битки. Каждый выпуск создается Смотри, просто в кошелек для какой-то гостя, да. момент ты отправлял почту по индексу клея марочку, верно? Верно. Потом пришли, тебе сказали, электронная почта теперь будет. Так. Вот сейчас пройдет еще время, и будет абсолютным невежеством не иметь, во-первых, цифрового кошелька. То есть ты где-то будешь доставать свой бумажник привычный, как бы тут что-то пересчитывать купюры, на тебя будут смотреть, ну, как на прокаженного. Ну, только, вот, чтобы ты вот эти, помнишь, купоны были, которые в 90-х годах нарезались? О, Вот, чтобы это не да. выпадали такие купоны. Да-да-да-да-да. Это по современное что-то рассказывают люди, которые демотиваторы, вот у них вот это все. Это невежество, как на прокаженного смотрят. Ну, рассчитываться биткоинами Считайте нельзя. вас Вообще бы рот свой не открывал в 22 Вопрос. года не иметь ни кошелька. Смотри. У меня есть кошелек Сейчас и 100 они поспорят. тезеров. Понял, блин, ты мне скидывал, кстати. Я тебе скидываю. Если бы ты со мной не познакомился, так бы и оставался там у себя в джунглях. Маугли. Это суммы называется. Джунгли. Смотри, прикол в том, что доллар, он же ж реально ничем не подкреплен. Ну реально. Он подкреплен Ну, как только... это, какими-то Чем? экономическими показателями. Какими? Ну, Еще скажи золотом. Америка. Ну, есть же золотовалютные запасы у каждой Да? страны. Ну, Ну так вот, золотом доллар не подкреплен с 1971 года. пожалуйста. Открою тебе тайну такую. Так, я все, кто попал. Сейчас все переведу, что у меня есть биткоины. Нет, смотри, мы не, Полбиткоина смотри, куплю. мы не пропагандируем вложить все Слышал, бабки. Гарик, смешно такой. Я перейду все, что у меня есть биткоины. Полбиткоина. Быстренько прикинул. Мы не пропагандируем вкидывать туда, врываться в крипту. Мы пропагандируем, чтобы ты знал об этом. С удовольствием. И был участником Да. вообще процесса в целом. В этом вся суть. И поэтому 12 лет эта вся история развивается. И вначале себя государственные аппараты били в грудь, кричали: все, зарубим. Не, вначале они хохотали, сказали: да, это фрики помрут скоро сами. А потом сказали: да, сейчас все уничтожим, размотаем. Вот, не получилось. И сейчас пришла третья, значит, принятие.
на этапе принятия они уже говорят, давайте на законодательном уровне решать вопросы. Вот, кстати, в Украине, ты же знаешь, закон уже, по-моему, вступил в силу или не вступил еще, не знаю, о криптовалютах. Нет. Не Да, знаю. в Украине закон о криптовалютах. Он на работает? законодательном. А? Но еще не Работает? приняли. что? Закон работает? Это тоже? Можешь в одном предложении не употреблять. В Украине закон работает. Следующее, что я хотел сказать, хоть один закон работает. Не, я думаю, что этот будет работать, потому что интегрировала его молодая команда Министерства цифровой трансформации, если ты знаешь, у нас такое есть. О, пожалуйста, хоть, видишь? Ты не Что-то знал? делают. Ты не знал? нет, Ты знал, что у нас есть такое Да, министерство? конечно, знал. Но это Минцифры. ДИА, это Да. приложение ДИА. Вот, поэтому я думаю, что будет работать. Вот, он пока сыроват, но в целом ключевые понятия, по крайней мере, уже мы, собственно, имеем. Мгм. Какие перспективы у этого всего? Для Украины Так вот, Глеб Для говорил, мира. что доллары, их несметное количество, а вот биткоин Биткоин ограниченный. ограниченный. До какого года их все найдут? И их, по идее, должны добыть при существующих технологиях там, в 2140 году. в 2040-м, 140. 40-м. 140. Еще варианты? Вот, но прикол в том, что ты говоришь, а где их принимают? Их принимают там, где верят в биткоин, скажем так. То есть ты же не можешь приехать в долг. Я понял, что мне будет понятнее, если бы ты бы сказал, Тут можно купить и тебе продать. звонят в дверь, ты открываешь, верите ли вы в биткоин? Конкретно здесь, в этом харьковском подвале, в Веришь складском ли ты в помещении можно биткоин, продать и сын купить мой? биткоин. Нет, смотри, Лев ты такой. приедешь Веришь? в Южную Африку, Да, ну нет, ладно, наверное, Южная Африка это развитое государство. А есть такое понятие, как криптовалютчики? Как у нас в 90-е были Конечно. валютчики? Ну вот два сидят. Конечно, вот сидят А вот, покойные. смотри, публика. Да. Друзья, Это у нас- их сейчас здесь 10 тысяч, чтобы Смотри, вы понимали. это у нас 10-15, да. У нас это шоу, это хобби, потому что после работы сюда приезжаем. А вообще у нас IT-компания, которая занимается разработками в области блокчейн. Ну, я понял, нема куда девать биткоины. Если бы. Все продали по сходной цене уже давненечко. Только Ну, а имеет ли это что-то общее с финансовыми пирамидами? Типа? Нет. Нет? Тут Категорически. же нет владельца. Если бы имело, как будто бы они по-другому сказали. Нет, тут нет Если владельца. бы имело, как будто бы мы передачу-то снимали долбаную. Кто-то бы уже соскамился. Я бы уже на яхте бы так делал. Ваша зарплата за год, как я их называю, конфетти. Я не рассусоливал бы вам тут сопли Да. живьем. А что такое пирамида? Вот объясните. Пирамида. Значит, особо популярно рассказываю. Что такое пирамида? Пирамида — это... Понцы. Пирамида, ну не только Понци есть пирамида. Но он же что, Но создатель? пирамида Понци. Вознаграждение по вкладам превышает в значительной степени всевозможные рабочие, экономически обоснованные ставки. И выплачивается она за счет того, что привлекаются новые пользователи, и, соответственно, первым вкладчикам платят из депозитов всех последующих. Да. Соответственно, она работает до того момента, пока развивается в прогрессии. То есть мне надо каждый раз, для того, чтобы выплатить первым, мне нужно, чтобы у меня пришло в несколько раз больше, чем пришло в первой волне. Соответственно, в третьей волне мне нужно, чтобы пришло сильно больше, чем в первой и во второй. Вот, для того, чтобы я всем мог выплатить. В какой-то момент, ввиду определенных нюансов, этот рост достигает апогея. То есть все, и в какой-то момент уже дальше не может расти. А здесь же, соответственно, совершенно другая история. Технология существует не на привлечении вкладчиков. То есть есть, соответственно, пользователи технологии, а есть ребята, которые предоставляют мощности для существования этой технологии. Вот. И получается, одни пользуются, а вторые поддерживают сеть. То есть, соответственно, есть майнеры, а есть, допустим, ребята, которые осуществляют международные трансграничные переводы. Например, Майнеры это пользователи? добывают. Не, майнеры Те, кто это те, кто добывают. да, они предоставляют мощность для поддержания сети, ну вот если простым языком. И, соответственно, допустим, чтобы ты понимал, вот тебе передача ценности, да, вопрос передачи ценности. Вот тебе для того, чтобы перевести своему товарищу в США $500 тысяч, ну, нужно будет просто изнасиловать себя в душу, объясняя всем вокруг, всем, вот вообще всем, начиная с банка, и так далее, и ты не переведешь эти деньги, скорее всего. Потому что это два физлица. Для того, чтобы тебе это сделать, используя криптовалюту, тебе нужно приблизительно, 10 минут. И комиссия за перевод $1 миллиона у тебя составит $3. Парни Прекрасно. показывали. Ну, супер же. Переводили Шикарная мне тема. $1 миллион, $3. А ты, красавец, переведешь мне? Нет.
Как мы в начале передачи так односложно отвечали. Это первый момент. Второй момент, как бы, соответственно, это одна из первых криптовалют. Вот. А следующие криптовалюты, которые появились, как бы у них уже, скажем так, есть определенные направленности, да, то есть они точно так же децентрализованы, вот, но имеют определенные фишки, благодаря которым они могут интегрироваться в те или иные отрасли жизнедеятельности. Вот, то есть... Вот ты скажи, это валюта будущего, да? Безусловно. И мы сможем, скажем, рассчитываться чуть ли не... Так ты сейчас можешь рассчитываться. Ты уже сейчас можешь рассчитываться. Но только не в Украине. Мне для да? того, Или в чтобы Украине перевести деньги с моего биткоин-кошелька, допустим, на карточку Монобанка, которую я очень люблю и которой я пользуюсь постоянно, нужно приблизительно, 7 минут. А я хотел еще спросить, вот что такое майнинг? Смотри, это, значит, ребята... Начиналось это все с того, что ты, по сути, там вычислительные мощности своего компьютера предоставлял, да, по сути, в сеть для того, чтобы она существовала. Вот. А потом, как бы, вычислительная мощность, вычислительные алгоритмы начали возрастать, то есть формула, грубо говоря, начала расти. И для этого нужно было более мощное устройство. Это развитие. Да, и специализированные компании начали производить оборудование, которое дает больше мощности. Понятно. И это уже получается такой промышленный масштаб. То есть ты подключаешь спецоборудование, которое осуществляет вот эти вычислительные алгоритмы. И находит биткоин. Вот. В Абхазии задержали еще одну крупную партию майнеров. Отдел по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования Абхазии совместно с правоохранителями обнаружили незаконно ввезенные майнеры. Как сообщается, на сайте таможенного комитета всего выявили 330 единиц оборудования для добычи криптовалют. Это как раз вот это, что ты рассказывал. Как сообщает Forklog. Да, вот эти, да. Как сообщает наш друг и партнер Forklog. Классные ребята. Собственно говоря, видимо, тут особо не посудачишь насчет этой новости. Просто в Абхазии серьезно принялись за... Майнешвальне. И там уже на таможне задерживают. Уже задерживают. Да, а у нас даже еще, кроме как контрабандой сигарет заниматься, еще не дошли. Они дошли, да. Они задержали, отвезли куда надо и включили в розеточку. И все, оно там добывается себе спокойненько, тихо. Не-не-не, а ты видишь, тут в новости как написано? Отдел по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования Абхазии совместно с правоохранителями обнаружили незаконно ввезенные майнеры. Я думаю, что это было так, например. Они ввезли уже? Да. Увидели, да. А что это такое? Это что-то незаконное, наверное. Ну, я бы на их месте так это представлял. Да-да-да. Binance и Минцифры Украины выпустили образовательный сериал о биткоине. Министерство цифровой трансформации Украины и криптовалютная биржа Binance, да? Правильно. Представили образовательный сериал о блокчейне и криптовалютах в рамках проекта «Дия. Цифровое образование». Сериал состоит из 8 серий продолжительностью 6-12 минут. В них эксперты расскажут историю цифровых активов и ответят на самые популярные вопросы о них. После успешного происхождения базового курса зрители сериала получат сертификат. Сериал разработан при поддержке компаний Binance, Hacken и Crystal Blockchain. Медиапартнером курса и выступает журнал Forklog. Forklog, с которым сегодня у нас было небольшое интервью и лайвстрим. Ссылка в описании. Сериал смотрели? Этот? Нет. Вот как так? «Реальные пацаны» вы посмотрели, «Витальку» вы всего посмотрели. А по своей теме вы не посмотрели сериал. А мы сейчас сериал закончим свой снимать и посмотрим, чей сериал лучше. Да я не спрашивал. Вот что мы посмотрим. Это Я не сейчас понимаю одного. парни. Почему Это- здесь, значит, Hacken, украинские ребята, Crystal Blockchain, киевляне, украинские ребята. Этот мультик «Даша путешественница» смотрели? Ну, допустим. Дети, угадайте, а что в этом ряду лишнее? Китайская компания Binance, украинская компания Hacken, украинская компания Crystal Blockchain совместно с украинским министерством цифровой трансформации сделали сериал. Ну, скорее всего, украинское министерство, зная эффективность украинских министерств. лишнее. Не, наша Минцифры нормальная. Просто как бы есть ребята с украинскими корнями, почему мы постоянно тулим, где ни попадя, импорт какой-то. Я правильно понимаю, речь о вас? Кэпа, ты мне нравишься. Доктор Ватсон, а вы, однако, хорош. Я просто призываю и Минцифры, и
вообще во всех отраслях жизнедеятельности нашей страны поднимать целину національного товаровиробника. Конечно, но есть у нас масса талантливейших ребят. Ну вот Хакин, понимаю, супер крутые ребята. Crystal Blockchain, понимаю, и с теми, кстати, работаем. Ну, охуенно же было бы, если бы был WhiteBit, Хакин и Crystal Blockchain. Все украинские компании делают фильм для Министерства цифровой трансформации Украины. Все, пазл сложился. Все сложилось идеально, все дома, вся денежка, все на месте. А реально и тут made in China, сердце китайское. Ну, ё-моё. Ну, и тут даже made in China. Ну, моя не понимать Ну, просто. без них сейчас никуда. Вот неправда. Вот неправда. Есть куда. Я, короче, ну, я за... Спасибо. Я за то, чтобы мы развивали как бы наши компании и развивали наш рынок, наших игроков. Понятное дело, что мы, допустим, компания, которая имеет там европейскую юрисдикцию, но все равно все выходцы украинские. Все равно девелоперы украинские. Ну, блин, ну и мы все равно берем и зовем китайцев. И меня больше всего удивляет постоянно вот эта вот ситуация, а Минцифры с Binance то, а Минцифры с Binance это. Ну, блин, ребятки, ну... Ну, что ты за... Я бы даже слова не сказал, если бы здесь было написано Куна, Хакин и Crystal Blockchain. Да, да. Я бы сказал, ну, значит, мы не дотянули. Да? Но как моя новость зацепила. Да зацепила меня эта новость уже 2 недели. Вот так вот хожу. Меня хуй. Ну, представляешь, Конечно, Лига смеха, украинский проект и ведущий китаец Си Цзиньпинь, президент Китая. Давайте. Нет. В смысле? Ну просмотров-то будет, конечно, миллиард, там именно такие будут бабки шалени. Конечно. Не, у нас просто так совсем. Мы, ну, как бы, вот все, что у нас есть, вот мы говорим постоянно, у нас талантов куча, у нас там умы светлые. Мы все время просираем. Потому что вместо того, все время продаем. Мы продаем и просираем. Продаем и просираем. У нас вместо того, чтобы делать продукты с высокой добавленной стоимостью, мы сырье парим за границу. Пошло. Потом обратно. Это правда. Потом обратно нам обратно лохам это все за валюту продают, и мы такие, о, курс вырос. Це кличуть патріотизм. Потому что сами не производим. На полках вот 98% товаров произведены где-то там. Где-то там в Китае. Ну вы заебали просто. Вы вырубили... Вы вырубили весь лес, за 3 копейки его продали туда, там потом сделали паркет, вам обратно его за евро продали. А вот это я считаю, потому что Кравчук вот это продал ядерное оружие, я считаю. А раньше как было? Раньше вот это с этого и началось. Выйдешь на улицу, ну, красота, а сейчас? Вот это раньше дети бегали нормально, у меня была вот это, у меня горка была, а вся вытоптана. Чисто все было. Вся была вытоптана. Сейчас я вышел, вот это они все в телефонах. Да. Вот это не, вообще вот так деревья вот травы. побелены, вот травы. Зарплату целые. Сделайте хотя бы нормальную людям. Ну, потому что Кучма был, чтобы я мог купить что-то в магазине. Был Кучма, была рука железная в стране. А вот это сейчас, это все. Вот это... А началось все с Ющенко. Ой, Гарик, все. Ослабил, понимаешь, Гарик, распустил, и оно началось. Тому дай, тому дай. Я тебя прошу, умоляю, все, давай закроем эту тему каждый раз. Обидно просто. Да я понимаю. А у мене що? У мене надбавка була. Сколько? Сколько у мене була надбавка? 17 гривень. 17 гривень? А тобі ще повезло, та якщо не субсидія, якщо б не субсидія, Гарік, я б кажу вже все. Все розвалили, все розвалили. Нікому нічого не треба, нічого не треба, нічого не треба. Пломбір по 5 копійок був. Ні, а як би я зробив, розумієш? Давай. От я б взяв би, от просто сказав, ти одроби, і все. І все, і людина знає, що їй робити, і я на своєму місці. І всі довольні. Все. Сидять там тупі, ніхто нічого не розуміє. Це надо собрать, чтобы жилось хорошо, надо собрать этих всех депутатов, я считаю, расстрелять и на следующий день прийти на похороны и расстрелять всех, кто пришел на похороны, оце я считаю. І от тоді ми заживемо. І вообще, в конце, Гарік, оце мені вже йти надо, оце пішов той Binance, нахуй, я отак от считаю. Все. От моче правду матку, а? Ребята, как вы, наверное, уже успели догадаться, мы делаем нашу программу на очень большом энтузиазме. С нами работает команда из 20 человек. Вот эта картинка и всякие прекрасные гости, которые к нам приезжают, и все, что вообще нас окружает,
И все это ради того, чтобы вы просто поставили лайк и подписались. Не просматривайте шоу на крысу, но сделайте нам приятно, ну елки-палки. Хорош, шоу на крысу смотреть. И вообще не по понятиям, пацаны, реально. Сейчас мы лишим тебя криптовалютной девственности. 46 лет, нормальная тема. 46 лет, ну Жил без майнинга и на тебе. И на тебе. Майнинга и не будет. Майнинг это потом с языком там уже... Майнинг это тебе разве что пообещать могут, но по факту майнинга не будет. Майнинг только после свадьбы. Майнинг только после свадьбы. Для начала кошелек. Ну что, собственно говоря, мы завели Гарику кошелек на Bitcoin Global, и он приобщился к нашему комьюнити. Вот, был лишен, значит, как мы ранее обсудили, криптовалютной девственности. Вот, ну а мы двигаемся дальше. И в подарок от Гарика будет песня! Поехали! Зараз у нас важкі часи, пандемія, локдаун. Цю пісню я написав так, щоб підняти настрій усім українцям нам, побажати усім міцного здоров'я. Здоров'я. Тримайтеся з посмішкою на обличчі. Пісня називається «Паша їде в Трускавець». Вам про Пашу розкажу, він потрапив у біду. Мучиться, не їсть, не спить, по аналізам гастрит. Він художник, він малює, забуває про пілюлі. Шлунок просить лікування, серце мріє про кохання. Так ніхто не малював, так ніхто ще не кохав. Нагостривши олівець, Паша їде в Трускавець. Чхав на процедури, в голові лише фігури, і гастрит вже не болить, до жінок душа лежить. Він як вип'є ту нафтусю, вабить медсестра Катруся, вабить Свєта із бювета, він малює їх портрети. Так ніхто не малював, так ніхто ще не кохав. Має гострий олівець, Паша любить Трускавець. Місяць він здоровий, симпатичний і бадьорий. Повернувся до столиці, а в думках ті молодиці. Паші хочеться лавсторі, його манить санаторій. З Раяни, Свєти, Лени, малювати гобелени. Так ніхто не малював, так ніхто ще не кохав. Знову гострить олівець, Паша їде в Трускавець. Спасибо. Есть? Стоп! Снято!